Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Скорпион на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скрывает август? События и внезапные события августа, что вы не сможете проигнорировать, что вы не можете, как отмахнуться от каких-то событий, что будет для вас именно и поворотным, и неожиданным моментом в августе. Вот давайте такие вопросы мы задали картам, пусть они нам расскажут. И август – это не время, когда мы куда-то бежим, спешим впереди паровоза. Август, с одной стороны, самый насыщенный месяц на какие-то новости, особенно на новости или какой-то информационный поток. Причем это может быть связано с тем, что вокруг что-то меняются обстоятельства, и может быть связано еще и с людьми, когда у людей что-то меняется, да. И пусть это мы не начинали, не инициировали, но то, что происходит в жизни людей, которые нас окружают, оказывает влияние на нас самих. Поэтому и небо августовское требует от нас таких вдумчивых решений, присутствия в каком-то вопросе, теме, но и такой своеобразной подготовки и тщательного расчета. Безусловно, вот все это складывается за счет многих планетарных транзитов, но главное это у нас коридор затмений. И коридор затмений совпадает, точнее первое затмение, да, солнечное 12 числа, это все-таки новолуние в знаке Зодиака Лев. Новолуние – это всегда новая энергия. А завершается лунным затмением или полнолунием, а это какая-то тема, какой-то сюжет, который требует уже завершения. Или то, что было скрыто, а как раз тайны могут проясняться, выходит наружу и настаивает на как высвобождении. Высвободить какую-то энергию для того, чтобы более полно, правильно, ну, может быть, располагать какими-то ресурсами собственными. И правда, тут тайна может стать явным ближе к концу месяца. Хотя, кто знает, может быть, таких тайн будет не одна. Я должна сказать, что у нас Венера находится в знаке Зодиака Весы, и это волшебное время, чтобы важные какие-то разговоры, откровенные разговоры, обозначить, понимаете, вот искренне ваши позиции и, может быть, кого-то еще, и договориться, или заключить какой-то почетный компромисс. Но и Солнце в Деве с 23-го, мои дорогие, открывает целый сезон порядка и гармоничных таких земных энергий, которые мы можем употребить во благо самим себе и довести что-то, как и до ума, и более чем остаться довольными, даже, как, повторюсь, если это темы были достаточно сложные. Сложные для того, чтобы и проговорить, или сложные для того, чтобы определиться. Ну, давайте будем смотреть. Для вас судьба, мои дорогие скорпионы, открывает путь. Ключ. Ключи в ваших руках. Здесь, правда, что-то по судьбе. Если мы вспомним карты Таро, ого, а у вас солнце, солнышко, мои дорогие. Когда выпадает значение Солнца, вы всегда слышите выбор правильного направления. Так вот, августовское небо. Особенно в районе 12-го, плюс-минус. Ведь все-таки солнечное затмение, коридор затмения. Иногда мы даже ощущаем, а у вас чуйка, будь здоров, хорошая. Кто-то ощущает за месяц до того. А вот потом эти события могут еще пару месяцев после продолжаться. Но тем не менее, именно 12 числа это может быть, как, знаете, вы понимаете, что перед вами открывается совершенно, ну, какая-то новая возможность, новый путь. И этот путь, он может иметь конкретный отчет 6-8 месяцев. Ну, 6 больше, именно если мы говорим с позиции астрологии. Поэтому вам в августе с чем-то придется определяться, но сами по себе энергии волшебные, мои дорогие, для вас действительно как новая задача или то, чем вам хочется заниматься. Кстати, не все могут быть с вами согласны. Может быть, для кого-то из вас, я такое не исключаю, будет та тема, когда вам придется закопать топор войны с каким-то человеком, хотя я не исключаю. Здесь, смотрите, совпадает у вас прям в одном квадрате лицо и нож. Нож – это ссора, лицо – это, ну, хоть и изображение цыганки, но это, видимо, поэтому цыганский расклад он назывался изначально. Но прописано просто лицо.
Это тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Может быть, и вам где-то придется вот рассматривать компромиссы. Или, если это не компромисс, а именно, дело требует того, чтобы мы тут обозначили и все-таки расставили что-то по местам. Тогда помните, Венера в весах вам в помощь, значит договориться, какие-то спорные моменты уладить, прояснить, но самое главное не закопать какую-то проблему вглубь себя самого. А потом мы начнем сами что-то додумывать. Древко, ожидание. Я не исключаю, может быть, сам по себе период, мои дорогие, ожидания, может быть, это регламент. Мы в самом начале говорили, августовское небо не требует спешки. Так у вас даже какое-то ожидание, смотрите, полное исполнение желаний. В нашем пасьянсе именно тут несколько карт, которые имеют значение исполнения желаний, но есть, допустим, корабль, это означает исполнение желания одного. А когда колчан со стрелами, это когда много. Насколько много, я не берусь судить, так вот у кого-то даже спорные истории, когда можно прояснить. Может быть, у кого-то согласования, которые связаны с документами, но в конечном итоге вот оно солнце, и вот оно полное исполнение желаний. Есть, хочется сказать, ради чего стараться. Более того, венок может для кого-то из вас означать, кстати, и по личной жизни тут какие-то предложения будут интересные, но в принципе это значение радости, открытый путь, солнце, мои дорогие, к исполнению желаний. Да, не все так быстро, не все галопом, и есть какие-то шероховатости, но в конечном итоге скорпионы останутся довольными. И может быть даже какие-то сложные темы, да, вот не случайно все-таки выпало, может быть это у кого-то из вас по работе. Сложились так обстоятельства, когда, для вас даже это было неожиданно. Вы отстаиваете свою точку зрения. Но, значит, более мягкие вот эти энергии Венеры в весах вам дают возможность, может быть, привести правильные аргументы. Или вам как-то раскрыть какую-то полемику, даже если таковая имеется. Но именно в том ключе, мои дорогие, как это нужно вам. Я должна сказать, что если мы рассматриваем другие планетарные транзиты, особенно Плутон, он сейчас находится в ретро-движении. И уходя в ретро-движение, где-то Плутон нам подсказывал, та тема или какая-то задача, которая у вас, может быть, сформировалась на конец мая или на начало июня, или вы что-то предчувствовали. Вот эта тема будет разбираться в течение лета и, может быть, прояснится где-то в середине осени, потому что ретро-движение Плутона закончится у нас 18 октября. Но будем говорить, есть еще одна дата, да, то есть какой-то ступенчатый такой подход. Что-то в августе, что-то до середины осени, но есть еще и до конца года, потому что планета Сатурн, владыка кармы, до 11 декабря. Тоже ретро-движение, вот как-то так. Нам, понимаете, возвращает судьба те вопросы, которые для нас имеют значение. Но нам придется переиграть, передумать, как-то пересмотреть. И себя как будто настроить на новый лад. Но есть ради чего стараться, это правда. Давайте пойдем дальше. Итак, что скрывает август? Вот давайте и узнаем. О чем вы сейчас не знаете? Не предполагаете. А заниматься придется. Что это такое? Что уйдет, соответственно? Просится, как завершается. А что придет взамен? Что будет продолжаться именно на последующий после августа период? Ваши силы, мои дорогие любимые скорпионы, то есть в чем вам помогают высшие силы, в чем вы сейчас наиболее удачливы, в чем ваша фортуна. И последняя карта. А что же внезапно? Может быть, это как снег на голову, давайте тоже узнаем. Итак, что же тут за тайны, что тут скрыто? Какая-то новость у вас будет, вы пока ее не видите. Кстати, новость может касаться детей у кого-то, или это новость, которая связана с работой, с документами. Что это такое? Или эта новость касается вашей личной жизни, но тогда не все однозначно. Это не только про чувства и саму любовь, нет. Значит, тут могут быть, правда, такие новости, которые вам придется либо куда-то поехать, по разным причинам, да, или вам придется что-то обустроить. Возможно, вам придется, как в какие-то офисы, инстанции ходить для того, чтобы прояснить какой-то вопрос.
Может быть, это тема, откуда к вам приходят деньги. И я не исключаю, что эта новость будет связана от кого-то из ваших близких, может быть и так, от далеких родственников. Но тут же для вас, смотрите, вот так и хочется сказать, что Плутон, ну, видимо, оказывает на вас прямое воздействие, потому что вроде бы и тема знакома, вроде бы и люди знакомы, а вот нужно что-то сделать по-другому. Вот так, как было прежде, так уже не будет. Все же карта трансформации. Я должна сказать, что вы можете, знаете, так остро чувствовать, по крайней мере, некоторые из вас, но где-то эмоционально. Потому что, знаете, вот это высвобождение энергии, которое у нас происходит во время лунного затмения или в полнолуние, тут ведь правда что-то завершается. Нам это полнолуние помогает вот как что-то отпустить. Мы сами уже не хотим что-то продолжать. Мы хотим эту дверь в прошлое закрыть. И вот в тему какой-то прошлой ситуации у вас может быть и новость какая-то, и это будет связано, возможно, именно как-то и с личной жизнью, или с вашим домом, или с любящим человеком, любимым человеком. Какая-то вот вы сами чувствуете, что ну хватит горевать, или ну хватит мне тут прямо расстраиваться по этому поводу. Вы уже сами не хотите оглядываться назад, именно потому что ну вот какая-то невидимая демаркационная линия, ее вам как помощь высших сил приходит, да, вы ее уже можете подвести. И для вас это открывается совершенно другие энергии. Вот вы можете сейчас этого даже не видеть. Вы, может быть, последние события июля где-то, да, тут старшие арканы. И правда, то, что происходило, то, что вы узнавали, может быть, последний месяц, или то, что где-то перейдет на август. Вот здесь у кого-то из вас, посмотрите, завершится одиночество. Или вы всерьез подумайте, а сколько это мне там в этом сольном варианте пребывать. У кого-то из вас прежний ваш план, может быть, и по работе. Все-таки отшельник – это жизненный путь. Вот тут как жизненный путь у вас, знаете, как преломляется. Тут как секрет какой-то оптики, если мы говорим оптики в сфере астрологии, да, тут как новое видение перед вами, новые горизонты открываются. Хочется именно что-то вот, именно как когда-то мечтал, когда-то задумала, но прежде это не получалось. Так вот это прежде оно завершается. И через новости, через какие-то события, которые произошли, может быть, недавно, еще произойдут в августе, у вас как меняется точка зрения, у вас меняется мировоззрение, мои дорогие. Здесь приходит на смену каким-то сложным энергиям, но это не происходит быстро. Вы будете еще сталкиваться на протяжении августа, смотрите, 3 старших аркана. Вот именно то, что происходит в жизни людей и обстоятельства. Вот как-то Скорпион будет мудро складывать вот все это воедино и видеть, а для чего вам это было нужно. Но радости будет больше. Здесь, знаете, освобождение, правда, от страданий, от того, что у вас долгое время что-то не получалось, от того, что, может быть, даже на вашем пути встречались какие-то скользкие люди, может быть, и так, да? Здесь вы можете надумать, или так складываются обстоятельства, что как жизнь принуждает сделать выводы о некоторых людях, поменять окружение. Здесь вы и сами меняетесь, соответственно, окружение тоже будет меняться. Но будьте внимательны, что скрыто. Пусть не в этой колоде, но аркан умеренности нам иногда говорит о том, что не случайные случайности. Причем это случайность, как бы, да, не случайная. Она появляется совершенно внезапно. Может быть такое событие, которое нас действительно ставит в ступор. Но это не есть точка невозврата, это есть точка сразу нового отсчета. И поэтому вы здесь, вот эта карта говорит, вам, может быть, будет такой день, когда вам, знаете, вот нужно собраться и холодной головой принять какое-то однозначное решение. И вот за этим решением стоит какой-то прорыв грандиозный. Вот это точно. А что это такое? Хотя бы в какой сфере жизни? Не говорят, какая сфера жизни. Это может касаться как и личной, так и рабочей сферы. Потому что по рыцарю мечей мы ищем правду, мы ее находим, мы сами можем ее найти. Но иногда это окончательная какая-то новость, которая, внимание, у кого-то будет связана, если вы занимаете
определенный пост или ответственный человек, может быть, и по работе. Иногда это с руководством или какой-то проверкой связано. Окончательное какое-то решение. И вот для вас, может быть, тоже какое-то приходится окончательное решение принимать, куда же я иду. И будьте внимательны, когда вы носите вердикты. Вот здесь явно, не случайно, ведь столько старших арканов говорят, есть, Скорпион, какая-то тема, ты не можешь ее изменить. Тебе именно придется под это адаптироваться. И тем не менее для тебя это откроет новые горизонты. Мы всего лишь люди, мы не видим, что у нас будет развиваться дальше. Так и вы пока еще чего-то не видите. Я не исключаю, что вы как становитесь свидетелем, когда ломаются судьбы людей. Но для вас, тем не менее, судьба расчищает путь. Значит, все то, что происходит, поверьте, не случайно. Единственный момент. Период августа, хотя можно сказать и до конца года, где-то за счет Сатурна и Плутона, именно таких конфигураций, но особенно август. Не выносите, не торопитесь, как, знаете, наотмашь сказать кому-то «нет». Потому что если мы говорим кому-то «нет», мы обратно не повернем. Это может быть «нет», которое сказано навсегда. Поэтому тут действительно нужно мудрые какие-то решения принимать. Отшельник все-таки карта мудрости. И поэтому какая-то ситуация такая. Вот буду благодарна вашим комментариям, что это такое. Потому что у кого-то, сразу несколько сфер жизни могут, знаете, как выплыть на поверхность. Или заставить вас, как вот по полнолунию мы говорим, высвободить какую-то энергию. Или понять, может быть, так складываются обстоятельства. Как мы говорим, все смешалось, да, вот тут может перемешаться, правда. Но поверьте, мои дорогие, здесь оно и отстроится как-то все совершенно по-другому. Ведь Паш – это всегда элемент новизны, вам как будто новый путь. Что уйдет? Десятка пентаклей. Может быть, какая-то тема, которая с заработками, да? Для кого-то из вас вопросы дома. Но давайте мы немножко проясним, потому что же это уйдет, в каком контексте. Но это связано с финансами. Вот посмотрите, тут какая-то прежняя история, когда вы, как успокоились. Или думали, что, у меня уже как все схвачено, я все контролирую. А тут получается так, что появляется какой-то человек, который вам путает карты. Причем этого человека вы знали. Но с этим человеком, скорее всего, у вас, знаете, может быть, были какие-то кратковременные контакты, хотя я не исключаю, у кого-то это была история на расстоянии. Может быть, это касается личной жизни. Может быть, это вопросы касаются статуса. Когда вам придется даже в личной жизни что-то пересмотреть. И тогда нам будет карта говорить, вот прежнее общение, которое у тебя было с конкретным человеком, теперь здесь меняется. Тебе, может быть, придется чаще видеться с ним точно. Или куда-то поехать. Для кого-то из вас, если это по работе, здесь могут быть вопросы, которые вообще связаны со сменой работы, со сменой должности, со сменой того, что, может быть, меняется именно в самой организации, и где-то вас, вынуждает тоже сменить собственные планы. Но это, опять же, открывает какой-то горизонт, потому что так, как было прежде, вот какая-то энергия, которая вам казалось уже вошла в свое русло, вот тут так не будет. Тут это тоже все поменяется, мои дорогие, любимые скорпионы. А что ж придет взамен? Видимо, какой-то период августа по пятерке жезлов, это много людей, которые на нас пытаются воздействовать. Нас пытаются либо склонить, либо настоять на своем. Это по этой карте могут проходить также люди или какие-то ситуации такие ненадежные. Нам могут пообещать что-то утром, а к вечеру уже что-то поменялось. А нас об этом не уведомили. Будьте к этому готовы. Тут, правда, перемены. Аркан колесница. Это и есть, что все меняется. Тут не то, что уходит, а тут оно что-то остается, но в другом качестве. Оно должно быть пересмотрено. Так а что же взамен? Вот смотрите, то, что поначалу вам может вызывать какие-то как досаду или отрицательные эмоции, нас может это раздражать. Мы где-то понимаем, что мы, как в подвешенном состоянии по пятерке жезлов, поскольку условно зависим от кого-то. Но на смену тут все-таки, тут есть какой-то момент зацепки, когда вы увидите для себя совершенно новые горизонты. Причем горизонтов будет больше, нежели было прежде. И у вас последует вот каким-то образом, я могу даже предположить,
с тем человеком, с которым вы поссорились. Может быть, и на начало августа, может быть, это еще и история, которая касается июль, то тут будет примирение, мои дорогие. Но, когда вы, видимо, какие-то важные разговоры, точно проясните, у вас будет ситуация выбора, вам что-то предложат. Или. А может быть, я не исключаю, или ты соглашаешься, или отказываешься, потому что у вас будет какой-то сложный выбор, но вам это будет нравиться. То есть есть какой-то элемент, когда Скорпион видит, и нет, я вот это хочу задержать. Но да, эмоций будет много. Девятка мечей – это карта страхов. Это когда мы думаем, это вот какое-то предложение, новость или какая-то ситуация, когда, ну, может быть, на какой-то процент, да, нам именно это нравится, нас это вдохновляет, нам хочется это попробовать, а вот страхов больше. Или вы не чувствуете какую-то, знаете, как твердую опору, или вы контактируете с тем человеком, как я уже сказала, который раньше подводил, что от него ожидать. Ну, понятно, и тем не менее вы как возьмете какую-то, вот знаете, как взять свою звезду, взять свою мечту. Или как ухватить жар-птицу за хвост. Почему так говорю? Потому что туз жезлов – это всегда возможность. Но это наше еще и такое решение, которое делит нашу жизнь на период до и после. А что это такое взамен? И опять же, жезлы – это могут быть согласования, ну, какие-то практические вопросы. Опять же, вам потребуется, если мы как архетип карты рассматриваем, может быть, в этот период заключать какие-то договоры. Возможно, кому-то юристы, адвокаты. Может быть, вы сами будете, да, где-то наводить справки, я такое тоже не исключаю. Может быть, какие-то конторы посещать, чтобы понимать, как в отношении вас, чтобы решить какую-то тему, работает закон, или вы на каком как небе находитесь, какие ваши преимущества, ну и в чем ваши слабые стороны. Вот тут нужно видеть совершенно четко, тут не должно быть, ну, каких-то догадок, понимаете? И где-то карта нам говорит, меньше будет сомнений, меньше будет внутренних страхов, когда ты это разложишь по полочкам и конкретно, может быть, к какому-то специалисту обратишься. Иногда по этим картам идут люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Ну, или имеют асцендент. Проходят люди в погонах. Или проходят люди, которые, ну, это тоже у нас всегда эксперты, которые работают по приказу, которые от и до, по приказу, да, выполнил свое, ни больше, ни меньше. Может быть, иногда и врачи. Но вот есть какая-то тема, которую вам нужно прояснить, и это будет означать, что вроде бы это и знакомо, но вам нужно будет все переиграть. Причем есть то предложение, от которого вам никак нельзя отказаться, мои дорогие. И, может быть, где-то карта подсказывает, что придет взамен. Чем больше вы оформите, может быть, правильно документов, то есть по закону, да, тем вы спокойнее спите. Вот есть какие-то темы, где требуется не чувство, мои дорогие, а именно холодная голова. Вот такие энергии вам будут необходимы. Что будет продолжаться? Соответственно, необходимы. Карта заслуженного успеха. И нам говорят о том, что потребуется мужество решать какие-то темы. Кстати, это продолжаться, поэтому вполне вероятно до конца года. Какие-то темы и еще будут развиваться и, возможно, проясняться. Но это ведь ваш жизненный путь. И карта нам говорит о чем? Мои дорогие любимые скорпионы, у вас как новая тропа к успеху. Ведь это заслуженный успех. Да, это не буквально вот так вот с наскока, и завтра он у нас уже в кармане. Нам придется пройти какой-то путь, поэтому и мужество. Как будет продолжаться какая-то совершенно новая история. Мы там раньше не были. Мы в этом не участвовали. Или этой работой мы не занимались. В этой местности мы не были. Или так мы в принципе не работали. Это мы не изучали. Что же это такое? Давайте проясним. Ну, сложновато может быть, да? У кого-то из вас, ну, как много работы, много занятости. Вполне вероятно, ну, где-то ваша карта может говорить о том, что вы будете просто вспоминать о каком-то прежнем периоде. И психологически, может быть, вам будет так, ну, не совсем уютно, потому что мы к чему-то привыкли. Здесь придется менять привычки, и вы будете чувствовать себя, это будет продолжаться. Кстати, какие-то отношения будут продолжаться. Все-таки аркан влюбленный в этой карте – это про влюбленные. Ну, если мы в целом о старших арканах, то это выбор. У вас какой-то выбор будет еще не раз. И именно вот такая какая-то запутанная история, которая вот так
поэтапно проясняется. И это, знаете как, вот представьте, вы идете по лестнице, и на каждой ступени есть дверь. И вот вам предстоит, мои дорогие любимые скорпионы, видимо, поднялись на эту ступеньку, отдышались, осмотрелись и открываете эту дверь. Поднимаетесь после этой двери на следующую ступеньку, а там новая дверь. И там вам заново придется отдышаться, осмотреться и открыть опять же эту дверь. У вас ключ. Ключи в ваших руках. И только вы решаете, откроете вы эту дверцу или вы ее закроете. Куда вы повернете этот ключик? Направо или налево? Но это к деньгам. Тут больше бонусов будет каких-то. Хотя поначалу какая-то история у вас может вызывать, ну, неприязнь. Или не хочу я так, мне это не нравится. Ну, вот как-то так. Ваша планета, может быть, управитель, Плутон, вас ведет вот именно той судьбой, которую она для вас приготовила. Ну, это значительно что-то более приятное, что-то более радостное. Вот вам ваше солнышко, мои дорогие. Как будто мы от этого не уйдем. В чем высшие силы вам помогают? В празднике после победы, чтобы было больше уверенности, больше было, знаете, надежных людей, чтобы ситуация, которая есть сегодня, она вам не создавала какие-то постоянно вибрирующие энергии, а для того, чтобы вы именно свой фундамент отстроили. Для кого-то из вас решили вопросы, может быть, связанные с недвижимостью или улучшением жилищных условий. Вам еще точно так же придется вот дорога к успеху. Она не просто дорожка, а кто меня готов сопровождать, кто идет рядом со мной, кому я могу доверять. Правда, тут праздник после победы. Вот только представьте, не случайно солнце. Хотя и карты такие непростые вам выпали. Но у скорпионов никогда просто не бывает. Тогда просто знаете, что, ну, что бы в моей жизни сейчас ни происходило, будет и победа, будет и праздник. Что внезапно, как снег на голову. Ага. А тут какой-то король Пентаклей. Ну, может быть, это и королева, не рассматриваем по полу. Конечно, это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или, опять же, асцендент. Но это могут быть, к примеру, банкиры. Это могут быть вопросы, которые как раз с деньгами связаны. Это могут быть где-то и руководители, или те люди, которые сделали, создали себя сами, да. Может быть, это владельцы бизнеса, или это люди, которые, ну, вот именно начальство какое-то, да, которое отдает какие-то указания, может быть и так, и вы что-то услышите. Но, тем не менее, это люди, которые, ну, они полагаются на себя. Да, это великий консерватор. Уговорить этого человека чрезвычайно сложно. Ну и уперся, потому что у него практика, критерий истины. И если он чего-то добился, то он будет считать всю свою жизнь, что вот раз я этого добился, значит это правильно, а все остальное будет неправильно. Слабовато у него с вдохновением, поэтому какой-то новый проект, как представить перед этим человеком, тоже сложно. Точнее, представить можно, но убедить достаточно сложно. А что это такое? Хотя я не исключаю, что у кого-то из вас это именно в жизни людей происходят какие-то изменения. Кстати, по этой карте, как кубковые карты, так и пентаклевые, просто говорят о тех людях, которые принадлежат к нашему ближайшему окружению. Родня, близкие, любимые люди или супруги. Что же тут внезапно? Какое-то решение или какая-то новость о человеке, конкретная новость, которая связана с человеком, потребует от вас как поворота. Поворотного такого, знаете, поворотных действий, я бы даже сказала. Я очень часто говорю по этой карте паж мечей. Конечно, пажи, не забываем, это бывает новость сама по себе, да, или как вестники. Но это может быть состояние внутреннее. Вот представьте, что вы идете по лесу сумеречному, и освещает вот дорожку, по которой вы шагаете, только узкая дорожка лунного света. И вы знаете эту дорогу, вы идете расслаблены, вас ничто не тревожит, вы думаете о чем-то своем. И вдруг, в какой-то момент, это ваша собственная мысль, как, знаете, из разряда осенила, пора сворачивать. Вот у вас будет что-то такое.
И нам как будто Паш показывает не случайно в руках меч. Вчера Маркетти так прорисовал, как будто тебе пора сворачивать. И 2 голубя. Казалось бы, острие, можно пораниться. Нет, там сидят голуби. То есть мы какую-то тему можем воспринимать в штыки. Но, наверное, ваша чуйка вам будет подсказывать все равно, да? Доверяйте себе, потому что это во благо. Какие-то перемены, даже резкие, у вас во благо. Или то, что вы слышите о конкретных людях. Может быть, то, что происходит с конкретными людьми. Тем не менее, мои дорогие, это какой-то более далекий и широкий сюжет вашей собственной судьбы. Вам сейчас как раскрывает шаг за шагом судьба ваша. Я не исключаю, что у вас будет много вообще общения и много людей, каких-то много контактов. И вот для вас, если мы говорим, что внезапно, вам вообще мы где-то об этом уже так обмолвились, что много будет информации. Или вот эти люди, тут выпадала у нас 5 жезлов, когда какой-то информационный хаос вокруг вас. И королева жезлов – это сильная позиция, это у вас сильная позиция, когда правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Это как задача. Так, а что же внезапность-то какая? Я ухожу, так и хочется сказать, да. Тут могут быть такие темы, хотя это может быть связано даже с уходом конкретного человека. Может быть, это ваше как перемещение куда-то или ваша задумка по части жилья, переезда. Но тут как будто, даже если это просто связано с тем, что происходит вокруг вас, вот что внезапно, какая-то обстановка меняется. И вам себя нужно будет настроить совершенно на новый лад. Но это не потому, что кто-то вот для вас хочет создать какие-то сложности. Нет, это именно стечение обстоятельств. То, что происходит в жизни людей, как-то совмещают в себе сразу несколько позиций, и перед вами совершенно новые пути. Наступает и для вас время просто идти вперед, это точно. 3 жезлов всегда говорит, а у тебя новые горизонты, у тебя уже удача какая-то на пороге. Но вот именно август, да, вот по 3 жезлов мы как будто останавливаемся сами, причем на полдороги. Значит, у вас будет какой-то пункт, когда или день, может быть это будет полдня, может быть и неделя, мы все разные. Когда мы говорим себе, нет, вот дай-ка я вот сейчас приторможу, нужно что-то переосмыслить. А что? В центре вот этих мыслей, что я из прошлого готов взять в будущее. Но будущее уже наступило, нам об этом говорят. То есть что-то уже произошло на какой-то процент. Дальше это будет только развиваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние, добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, как и статьи по психологии, так и гороскопы. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.